Всем пика, дорогие друзья! Моя мама мне всегда говорила, что я как никто другой слушаю мнение людей, поэтому сегодня мы сделаем разбор комментариев на разбор комментариев третьего задания профильного ЕГЭ. Всегда мечтал придумать бесконечную рубрику. Пустошь. Судя по комментаторам на ютубе, они все матешу на 100 сдали, еще в 3 классе. Вы еще не видели, как они рождаются. Младенца забраховывай. Пустошь. Какие же кайфовые звуки камина на заднем фоне. Одно удовольствие только от звуков, даже без демонстрации. Согласен. Но еще один штрих и будет идеально. Пустошь. Андрей Зеус считает, что видео разбора комментариев украдено. Пустошь. Не, ребят, пользуйтесь. Можете хуй свой измерить с помощью формулы пика. Пожалуйста. Честно, я против этой формулы. И мне кажется, что в третьем задании в первую очередь тренируется поиск площадей. Это будет гениальный видос. Пустошь. Перфекто учит, как решать ЕГЭ. До чего дошел прогресс. Когда начинал, было сложно объяснить. Это что-то новое, конечно же. И... Пустошь. Комментатор с ником Наструл удивлен, почему нету разбора второго задания. Самый типичный пример 17-го задания профильного ЕГЭ. Чтобы решить это задание, вам необходимо... Пустошь. Татьяна Ф. утверждает, производил впечатление умного человека. Это видео грубо. Зачем? Прости, мама, больше не буду. Пустошь. Егор Решетняк пишет, хватит рекламировать Крида. Честно, я в этой жизни жду 2 вещи. Когда Илон Маск наконец-то догадается, что надо использовать формулу пика, чтобы долететь до Марса. That's unreal. И когда все поймут, что Егор Крид главный математик в стране. Мое рычание там не будет. Вот я удивляюсь. Пустошь. Как в плейлисте не увидишь ролик сие автора, то везде кто-то над чем-то или с чем-то обосрался. Никита, ты просто не видел на экзамене, что происходит. Ты вообще 9-е задание видел? И... Пустошь. Это был 3-й выпуск моей любимой рубрики «Комментарий у камина». Внизу попробуйте угадать, обложка какого видео является этот принт. Любите математику, любите юмор. Всем спасибо, пока.